Грязь, нищета, бандиты, браконьеры и коррупция. То, что приходит на ум при первом упоминании Африки. И все это в целом правда, но есть еще инвестиции, диджитал-стартапы и возможности. Привет, я Даниил Шулейко, я покажу вам то, что Африка уже совсем не такая страшная, как мы привыкли думать. Я предприниматель и глобальный SEO Yango Group. По своей работе я много путешествую, я общаюсь с инвесторами и стартапами по всему миру. Мне интересно исследовать новые страны с точки зрения бизнеса и как он меняет жизнь людей. И я предлагаю вам делать это вместе со мной. В этом выпуске мы поговорим о Кот-д'Ивуаре. Я съездил в эту страну, чтобы посмотреть, как она изменилась за последние годы. Африка в целом очень сложный регион. Много потенциальных инвесторов, он просто пугает. И не случайно. В стране еще много проблем. Многие жители живут в бедности. Есть коррупция, а в некоторых районах просто небезопасно. Вдобавок, здесь низкий уровень грамотности. Некоторые предприниматели не говорят на английском. А мобильные деньги и наличные популярнее банковских карт и приложений. Но тем интересней, как бизнес-энтузиасты и стартапы справляются со всеми этими вызовами. Мы поговорим с теми, кто строит новые сервисы, создает рабочие места и меняет привычки целой страны. Посмотрим, как технологии здесь становятся частью повседневной жизни. И я надеюсь, этот ролик разрушит многие стереотипы об Африке. Кот-д'Ивуар – это страна, где изобрели суперфон, который говорит на африканских диалектах. Когда телефон с ними разговаривает, люди часто говорят: «Телефон говорит, как я». Чтобы расплачиваться в магазинах, здесь не нужны банковские карты и Apple Pay, достаточно кнопочной Nokia. В Кот-д'Ивуаре насчитывается около 100 тысяч пунктов мобильных денег. Они занимаются только внесением и снятием наличных с мобильного кошелька, и больше ничем. Приходит раз в день коллектор, забирает 5000 и хранит эти 5000 до конца месяца. А местные сходят с ума от этой прикормки. Запаха нет и вкус довольно пресный. Хочется с чем-то смешать. Диких животных можно купить прямо на обочине. Есть и другие виды. Их убивают и готовят. На вкус очень нежное мясо. А шоколад – это ивуарийская нефть. Итак, 3, 2, 1. Да, абиджанский дубайский шоколад. А еще здесь открывают стартапы, возвращают таланты и ждут, что вот-вот появятся свои Netflix, Google или Tesla. И уже через несколько лет мы увидим много сильных проектов, которые выйдут именно отсюда, из этой страны. До этого я был в Абиджане 4 года назад, когда Янго только заходила в Кот-д'Ивуар. И в целом в Африку. Тогда мы все ехали с тем же набором стереотипов в голове. Про бедность, голод, болезни, нестерпимую жару, опасную фауну и черные рынки. Конечно, нельзя сказать, что мы приехали в райское место. Тогда не было ни инфраструктуры для запуска, ни специалистов, ни достаточного понимания рынка. Тем удивительнее изменения, которые произошли в стране и ее экономике за это время. И Кот-д'Ивуар не останавливается на этом, а продолжает развиваться. Хоть это порой и непросто. О том, как местные бизнесмены и зарубежные инвесторы меняют страну, я и хочу рассказать в этом ролике. А помогать мне будет мой коллега Погос, который уже долго живет и работает на этом континенте. Когда он приехал в Африку развивать наши сервисы, он не знал французского языка или местных диалектов. Но это не помешало ему адаптироваться в стране и изучить локальные особенности. Когда ты находишься в зоне комфорта, ты растешь в деньгах, растешь в должности, в какой-то момент ты начинаешь себя чувствовать очень комфортно, и пропадает голод. А голод — это супер важно. Видя вокруг не то, что ты привык видеть, например, в Москве, да, там, или в Дубае, или в той же Армении, тебя это приземляет и не дает мозгу насытиться, да, и ты продолжаешь чувствовать этот голод, а это тебя толкает дальше, сильнее, больше. Находиться далеко от всех психологически тяжело. Можно кукухой двинуть, в принципе, вот, но важно окружать себя правильными людьми. Кот-д'Ивуар находится в Западной Африке. С конца 19 века страна была колонией Франции. Именно поэтому ивуарийцы говорят в основном на французском языке. Независимость страна получила в 1960 году. До этого колонизаторы активно осваивали и вывозили местные ресурсы, в основном какао и пальмовое масло.
При этом на плантациях использовался рабский труд местных жителей, и в целом в колонии была сильная дискриминация. Например, главный символ современного Абиджана, район Плато, для коренного населения еще недавно был просто недоступен. Раньше в Абиджане было 3 главных района, где жило больше всего людей. Плато, там селились колонисты. Аджаме — шумный оживленный квартал. И Трешвиль — место, где жили и работали местные жители. То есть раньше люди работали здесь? Да, именно. И поэтому здесь до сих пор можно увидеть много старых зданий, еще с колониальных времен. Первый мост, который построили, тоже был неподалеку. Он соединял Трешвиль и Плато. По утрам местные приходили сюда работать, а вечером возвращались обратно в Трешвиль, домой. То есть мост перекрывали ночью, верно? Да, закрывали. Никто не мог перейти через мост вечером. Плато — это главный деловой центр не только Абиджана, но и всей страны. Здесь расположено самое дорогое жилье и офисы международных компаний. Конечно, многие ивуарийцы не могут позволить себе жилье здесь, а здешние рестораны для них будут слишком дорогие. Тем не менее, для местных жителей Плато сегодня символ изменений в стране. Может быть, это и не просто объяснить, потому что для нас, ивуарийцев, район Плато имеет особое значение в Абиджане. Но я бы сказал, что Плато — это витрина города, окно Абиджана, если угодно. Окно Абиджана? Да, Почему окно? потому что, когда вы приезжаете в Абиджан и пересекаете мост, это первая панорама, которую вы видите. Прекрасный и впечатляющий главный вид. Ага. Кажется, будто вы попадаете в современный, динамичный город. Но раз мы с вами говорим о бизнесе и инвестициях, нас прежде всего интересует экономика страны. Кот-д'Ивуар — страна, где экономика растет по 7% в год уже больше 10 лет. Вот лишь некоторые цифры. Общий размер ВВП — почти 95 миллиардов долларов. Если считать по покупательной способности, больше 260 миллиардов. Для страны с 31 миллионом жителей это высокий уровень. ВВП на душу около 2700 долларов, и цифра растет. Прогнозы очень оптимистичны. Ожидается, что среднегодовой рост на уровне почти 7% сохранится еще минимум 5 лет. Инфляция падает с 5% 2 года назад до 3% в ближайшей перспективе. Безработица тоже минимальная, чуть больше 2%. А объем инвестиций около 28 миллиардов долларов. Это больше четверти всей экономики страны. И главное, что тянет этот рост — технологии и предпринимательство. Конечно, это важные цифры, но все-таки слишком общие. Чтобы начать здесь бизнес, как и в любой стране, очень важно погрузиться в местный контекст. Вот, например, реальная история от Пагоса. Сижу я в отеле, рядом со мной ребята вроде из Танзании сидят и готовятся готовить презентацию. Это все в Кот-д'Ивуаре. Заходит высокий мужчина, все встают, подбегают к нему, и девушка здоровается с ним на ньянджа. Это локальный язык племени ньянджа в Замбии. Вот, и я слышу, я слышал ньянджу, потому что я жил в Замбии 9 месяцев. Я слышу ньянджу и задаю вопрос. Я говорю, это сейчас ньянджа была вообще? Человек на меня смотрит с удивленными глазами, потому что для него это типа супер вау штука, как чувак знает про ньянджу, откуда он понял, что я говорю на этом языке. И это он со мной познакомился, мы обменялись контактами, и это оказался глава ЦБ Замбии. Знание маленьких вещей, микровещей, которые вряд ли будут знать приезжие люди, дают супер преимущество в переговорах и выстраивании отношений с людьми. Поэтому не ленитесь прочитать историю страны, не ленитесь узнать количество трайбов, которые находятся в стране, как страна образовалась. Если вы будете знать такие вещи, и чем они специфичнее, тем больше шансов у вас удивить людей вокруг вас и построить отношения. В Кот-д'Ивуаре одна из главных вещей, которая связывает людей, это атике, главное национальное блюдо. Это гарнир из ферментированной и протертой маниоки. В 2024 году ЮНЕСКО даже признала атике нематериальным культурным наследием. Блюдо пришло непосредственно от жителей Абиджана, местных жителей.
Народ этот называется ибре. У них свой язык. И вообще они входят в отдельную этническую группу. Так что да, народ ибре придумал аттики. Так вот, поскольку весь город и вся страна строятся вокруг Абиджана, для многих атике стало главным блюдом. И как часто вы едите атике? Всегда, Всегда? Каждый день? каждый день мы едим атике утром, на обед, на ужин. Его можно подать с соусом, с супом или с жареной курицей, или, например, с жареной рыбой. Это наше ежедневное блюдо. Хорошо, это интересно, потому что, например, в Армении у нас есть свое ежедневное блюдо. Но это не совсем блюдо в прямом смысле слова. Это хлеб. Называется он лаваш. Мы едим лаваш каждый день, сочетая его с другими продуктами. Мы берем лаваш и тоже заворачиваем в него что-нибудь. Или едим в прикуску. Заворачиваем и едим. О, так и мы также едим аттики. Так получается, я знаю, как это делать. Я уже тренировался. Удивительно, но эта важная часть жизни ивуарийцев прошла мимо Пагоса, и он раньше не пробовал аттике. Мы решили, что это нужно срочно исправлять. Сегодня я потеряю свою аттике девственность. Тебе понравится. Вообще аттики подают на стол практически в каждом ивуарийском доме. Но еще это и уличная еда. Чтобы попробовать блюдо, отправляемся в маки. Так называют местные кафе, которые расположены в спальных районах, на пляжах и рынках. Здесь много маки, местных ресторанчиков. В маки можно поесть, выпить и просто хорошо провести время. Маниока или кассава – это тропическое растение, которое распространено в кулинарии Африки и Латинской Америки. Его корнеплод ферментируют 1-3 дня, затем измельчают, высушивают и готовят, получая легкую, слегка кисловатую крупу. Что мне нужно сделать? Просто переложить сюда? Да, просто перекладывайте сюда. Аккуратно. Жарко? Да, это так по-армянски. Я буду пробовать свежеприготовленные атики. Это лучший способ познакомиться с блюдом. Так, берем немного. Вот так. Очень горячие. Да, невозможно взять в руки. Но вам как-то удалось все равно. Берите. Хорошо, Так, быстро. Да, вы берете вот так. очень аккуратно. Теперь ваша очередь. Я пока положу это сюда. И прямо руками можно есть, обмакивая в соус. Или с курицей. Прям вот так? Без соуса тоже ничего. Запаха нет и вкус довольно пресный. Ага. Хочется с чем-то смешать. Обычно, да, мы едим с соусом. Но так, тоже вкусно. В этом все очарование аттики. Интересно, что дома аттике не готовят, но саму базу для блюда можно купить на рынке вот в таких упаковках. Так, насыпаю сюда, верно? Да, верно. По чуть-чуть. Вот так нормально? Да-да, так хорошо. Хорошо, хорошо. Можете спросить ее. Она возьмет меня на работу? Она говорит, что все зависит от вас. Можете прийти во вторник или послезавтра на стажировку. Сколько времени мне понадобится, чтобы научиться делать все? Зависит от вас. А почему люди не готовят атике дома? Потому что для него нужны особые традиционные приемы. Это наследный метод, передаваемый из поколения в поколение. Начинают во вторник. В этот день маниоку чистят и нарезают. К среде берут маниоку и делают муку из нее. Затем ждут. А в пятницу и субботу, как сегодня, уже готовят. Получается примерно 5 дней. То есть сам процесс приготовления слишком долгий? Да, Ну а Пагоса, как настоящего армянина, на рынке заинтересовали совсем другие вещи. Очень интересно, что на открытом огне это все готовится. То есть ты коптишь сразу же и жаришь. Такое я только в Кот-д'Ивуаре видел. Из-за того, что мангал с дырками. Ребята сделали мангал с дырками. Вон открытый огонь, и вот жарят они курицу, он сразу с дымом и жареный. Уникальная тема. Конечно, когда я говорил об инновациях в Кот-д'Ивуаре, я не это имел в виду. В Янго
я запускаю сервисы компании по всему миру. И, конечно, когда мы приходим в новую страну, нам важно, есть ли тут уже своя бизнес-экосистема и инфраструктура. Сейчас в Кот-д'Ивуаре активно развивают инновации. Во всей стране появляются новые стартапы. Общий объем венчурного капитала в 2025 году достигнет 180 миллионов долларов. Здесь появляются свои необанки, платежные системы и сервисы городской мобильности. За ними стоят не только энтузиасты, но и венчурные фонды, которые помогают этим проектам вырасти. А в Абиджане уже работает своя экосистема хабов и инкубаторов. Один из таких помощников – студия стартапов M-Studio. Во время своего приезда я успел сходить к ним в гости, познакомиться с основателями и даже со стартапами. Мы сейчас в Open Space нашей ключевой команды. Мы сделали ставку на команду из 15 междисциплинарных опытных техэкспертов. Наше наблюдение такое. Во франкоязычной Африке есть инкубаторы и акселераторы, но нет организаций, которые действительно специализируются на том, как строить и масштабировать технологические стартапы. И вот это мы и выстраиваем. Сильные эксперты поддерживают команды каждый день в операционке. На самом деле, идея простая. Здесь пока нет такой экосистемы, как в России или в Европе. Но я надеюсь, что вы ее построите. Мы надеемся, что сможем помочь ее построить. Наша задача сейчас — ускорять процесс привлечения инвестиций для стартапов. Первая стартап-студия во франкоязычной Западной Африке. Она не просто учит или консультирует, а сама создает компании с нуля, вкладывает деньги и работает с командами на протяжении года или двух. Во главе стоят опытные предприниматели. Седрик Манго, бывший топ-менеджер HTC, Лесли Ассети, одна из ключевых фигур в развитии финтех-единорога Wave, и Клайд Фахури, инвестор из PFO Африка. Их цель — запустить 30 технологических компаний до 2026 года. 2 года назад, когда мы запускали M-Studio, экосистема была полностью раздроблена. Фактически ее просто не существовало. А ведь чтобы экосистема работала, нужно, чтобы было много участников, которые взаимодействуют между собой, создают новые компании, развивают таланты, а тогда этого просто не было. Именно поэтому мы решили выбрать модель венчурной студии. Мы могли бы сделать инкубатор или акселератор, или запустить независимый венчурный фонд, но такие структуры существуют изолированно друг от друга, в то время как венчурная студия объединяет все необходимое для процветания стартапов. Это и техническая поддержка, и партнеры, и, конечно же, финансирование. Мы хотели создать централизованную модель, которая бы помогала развивать экосистему здесь, на месте. Сейчас рынок в Африке один из самых стабильных с точки зрения валюты. Инфляция низкая, и это делает регион очень привлекательным для международных инвестиций. Но помимо этого здесь есть особая динамика. Люди действительно хотят расти, они жаждут развития. Именно в таком месте хочется инвестировать, запускать компании, потому что здесь чувствуется настоящая энергия роста. И Кот-д'Ивуар, как и вся франкоязычная Африка сейчас, действительно находится на этапе, когда люди устали от бедности. Понимаете? Люди устали от стагнации в экономике. Они хотят строить будущее, ищут партнеров, ищут инвестиции. Пожалуйста, приходите, инвестируйте. И это совсем не то же самое, что на рынках, которые уже насыщены, где уже было сделано много инвестиций. Здесь все еще только предстоит построить. Базовые потребности до сих пор не удовлетворены. Так что здесь есть масса дел, и люди хотят помощи, хотят поддержки, хотят инвестиций. Если вы предприниматель, то, скорее всего, найдете здесь проблемы, которые можно решить. А если вы инвестор, здесь есть множество потенциальных сделок для вас. Какие направления в технологиях вам сейчас лично интересны? Не с точки зрения кофаундера M-Studio, а именно вам самой. Что вас больше всего захватывает? Интересный вопрос. Я, честно говоря, не задумывалась об этом. Я думаю, что... Могу ответить со своей стороны. О, расскажите. Сейчас меня действительно очень вдохновляет идея переосмыслить систему общественного транспорта по всему миру. Мы работаем примерно в 40 странах. И вот в каждой стране транспорт устроен по-разному. То, как он организован, то, как он связан с государством, насколько он прибыльный или, наоборот, датируется. Но в итоге во всех странах есть одна и та же проблема. Внутри общественного транспорта используются устаревшие технологии. Как работает диспетчеризация, как устроена система маршрутизации.
как строится сеть маршрутов и как в итоге работает система оплаты. И сейчас мне, правда, интересна именно эта тема. Мы даже запустили несколько экспериментов в разных странах. И, кстати, я очень надеюсь, что до конца этого года мы реализуем в Кот-д'Ивуаре действительно важный проект. И я в предвкушении, потому что этот рынок может стать гораздо более цифровым и гораздо более современным. О, я полностью согласна. Я вам не рассказывала, но свою предпринимательскую карьеру я начала в сфере мобильности. Мой первый стартап пытался стать Uber'ом в мире общественного транспорта. Так что я очень хорошо знаю, какие проблемы там есть. Это было в Найроби в 2016 году. Мы пытались сделать так, чтобы люди бронировали места в автобусе с помощью USSD, потому что тогда люди еще не особо пользовались приложениями для смартфонов. Это было полным провалом. Нам пришлось сделать пивот. Так случилось еще и потому, что маршруты не отображались на картах нормально, и GPS тогда толком не работал. Но я полностью согласна, что в системе общественного транспорта можно многое улучшить, оптимизировать маршруты и работу водителей, кондукторов. В этой системе очень много слепых пятен, что делает ее ненадежной, так что работы там полно. Мне самой очень нравится эта тема. А если говорить шире, как компании вроде нашей, например, как Янга, могут помочь всей стартап-экосистеме? Что нам стоит делать, кроме таких встреч, как сегодня, или партнерств с ребятами из вашего портфеля? Что еще мы можем сделать? Спасибо за вопрос. Я думаю, уже сам факт того, что Янга присутствует в Кот-д'Ивуаре, играет вдохновляющую роль. На вас смотрят как, например, на то, каким может стать стартап завтра или даже крупная компания. Вы показываете, что можно расти, выходить на разные рынки, превращаться в настоящую платформу. И это очень важно, иметь такие примеры у себя на рынке, потому что они задают ориентир, показывают, как можно развиваться, кем можно стать и вдохновляют на движение вперед. Я также считаю, что очень важно делиться опытом и знаниями. Эксперты из Янга, которые уже выводили продукты на новые рынки, могут делиться опытом с молодыми фаундерами. Это можно делать через менторство, через мероприятия, личные встречи, в любом удобном формате. Мы полностью за то, чтобы развивать именно это – живое общение между фаундерами и инвесторами, между инвесторами и операторами. Когда вы оглядываетесь на все эти годы в Янга, какой момент вспоминается с наибольшим теплом? О, это действительно довольно сложный вопрос, потому что... И, кстати, я на самом деле думал об этом пару раз, но, знаете, каждый год, даже каждые полгода, все очень и очень сильно меняется. Так что в начале пути все сводилось к тому, чтобы просто выжить, как и любому другому стартапу, в общем. Потом наступил следующий этап. Мы нашли Product Market Fit для нашей первой бизнес-линии такси. И это был потрясающий период. Мне, правда, очень нравились те первые дни, когда ты утром придумываешь идею, а вечером уже запускаешь ее. Сам пишешь какой-то код, рушишь всю систему. Классное время. Следующий шаг был такой. Почему бы нам доставлять не только людей, но и посылки? И шаг за шагом мы начали расширяться в новые направления. Это тоже было очень захватывающее время. Каждые несколько месяцев ты создаешь что-то новое. Но потом, конечно, все пошло наперекосяк, потому что, знаете, у нас стало 10 бизнес-линий, и они начали конкурировать не с рынком, а между собой. Пришлось полностью перестраивать команду. Но все эти этапы были очень-очень интересными. И, если честно, я не могу выбрать какой-то один самый лучший период. Я стараюсь просто получать удовольствие от каждого дня. Хотя, конечно, бывают и дни, когда все идет совсем плохо. Что-то случается. Например, ты теряешь очень важную сделку или проигрываешь в какой-то конкуренции. Но это тоже опыт. И он тоже помогает. Помогает в следующих важных шагах. Схема поддержки простая. На старте дают 15 тысяч евро, чтобы проверить идею и собрать первый рабочий образец. Если проект успешно защитили перед инвесткомитетом, он получает еще 250 тысяч евро инвестиций и поддержку от M-Studio на сумму около 500 тысяч в виде работы, команды и ресурсов. Фокус – мобильные технологии, которые помогают развивать неформальный сектор экономики. Особое внимание студия уделяет проектам, которые создают женщины. Их в диджитал-бизнесе все еще не так много.
1,5% венчурного финансирования в Африке получили основательницы женщины, и 9% стартапы, в которых хотя бы один из сооснователей женщина. Так что это все еще довольно низкий показатель. Это все еще довольно Да, мало. для классического типа бизнеса это уже много, но для технологического сектора это все еще мало. Да, именно. Если посмотреть на традиционное предпринимательство, это, например, женщины, которые продают на рынке, или парикмахеры. Такие бизнесы составляют почти 60%, и в основном ими руководят женщины. Они выходят на улицы, продают, создают продукт. Они и есть настоящая движущая сила экономики Африки. Но когда речь заходит о технологиях, здесь есть разрыв. И причину этого может быть много. Как я уже говорила, технологии часто воспринимаются как некий навык, который требует гораздо более дорогого или более сложного обучения. Его нередко ассоциируют с мужчинами. Мол, мужчины лучше в науке, значит, им и путь в технологии. Но технологии — это ведь гораздо шире. Да уж, это чушь. Да, я думаю, что нам нужно менять подход к образованию. Сейчас девочек чаще направляют в традиционные профессии, а не мотивируют идти в STEM-направление. И это начинается еще со школы, даже раньше. Важно с детства показывать девочкам, что в технологиях огромное количество разных профессий, и что этот путь для них абсолютно открыт. Там нет никакой магии. Если мужчины могут, значит и вы можете. И не просто можете стать специалистом в IT, а можете строить собственный бизнес, используя технологии как основу. Мы много работаем именно с образовательной частью. Нам действительно приятно сотрудничать с женскими сообществами в сфере науки и технологий. Кстати, один из стартапов, с которым я успел познакомиться в студии, как раз основан женщиной. Он хоть и не связан с транспортом, но оказался очень близким для меня. Мы делаем мобильное приложение, которое позволяет проводить медицинские исследования на дому. Пользователь заходит в приложение и может быстро получить результаты анализа. В университетские годы я тоже занимался медицинскими исследованиями, с фокусом на исследование человеческой крови. Мы учились предсказывать разные заболевания, но, к сожалению, я не придумал в те годы, как на этом построить бизнес. В Африке мы сотрудничаем с более чем 500 малыми и средними предприятиями. Неудивительно, что среди стартапов студии оказались и наши партнеры. Мы развиваем инклюзивную мобильность в Кот-д'Ивуаре, предоставляя водителям такси возможность стать владельцами электромобилей в течение 36 месяцев. И для этого у нас есть собственная технологическая платформа, которая позволяет нам отслеживать автомобили с очень высокой степенью детализации, в дополнение к вашей платформе Янга, с помощью по обслуживанию электромобилей и всем необходимым, чтобы дать больше возможностей водителям сервисов такси в Кот-д'Ивуаре. Мы начали в Кот-д'Ивуаре и ставим перед собой цель Масштабировать проект на наши страны в регионе. «Можем и с вами, если вы хотите». Безусловно, мы будем двигаться вперед. Очень хорошо иметь такого партнера. Вы впервые в Кот-д'Ивуаре, да? Я был здесь в прошлый раз, в 2021 году, так что почти 4 года назад. Для меня это стало действительно большим сюрпризом. Я вижу, как город изменился за это время. По первому впечатлению, это совершенно новый город. Я тут уже 3 дня в рамках командировки. И даже с самых первых часов пребывания здесь я понял, что все изменилось очень сильно. Например, почти каждая машина на улицах города новая. А когда я был в прошлый раз тут, думаю, вы знаете, средний возраст автомобиля был около 15 лет. А сейчас, не знаю, 5 максимум. Все очень поменялось. Да. И дороги в 1000 раз лучше. А еще в студии я познакомился с Томасом, основателем сервиса Jolly. Он с коллегами придумал очень классный сервис, который соединяет фермеров и рестораны. Мы работаем с фермерами. Мы даем им представление о реальном спросе, помогаем выводить их продукцию на рынок, сокращая потери, и это позволяет ресторанам экономить до 50%. Это потрясающая и отличная идея. Кстати, мы используем Янго для доставки в некоторые наши рестораны. О, спасибо вам за это. У нас только в наших окрестностях около 600 ресторанов, так что да, спрос довольно большой. Ага. И рынок ресторанов растет очень быстро.
Стартап был создан 2 года назад и смог привлечь $250 тысяч инвестиций. Идея очень простая. Jolly помогает фермерам продавать свою продукцию быстро и по конкурентным ценам, а рестораны получают свежие продукты и при этом не платят за доставку. Я говорю фермерам, что именно им стоит сажать, а потом покупаю у них урожай — помидоры, бананы, огурцы, любые фрукты и овощи. Потом я все это забираю и продаю ресторанам, которым эти продукты нужны. Так я слежу, чтобы у всех всегда было все необходимое. Хорошо, но ведь ресторан может самостоятельно закупиться на рынке или в супермаркете. Почему они покупают именно у вас? Потому что закупка на рынке действительно проблема для них. Это очень сложно, слишком много препятствий, и невероятно утомительно, если делать это каждый день. Поэтому, когда у тебя есть надежный, стабильный поставщик, ты можешь быть спокоен, что все, что нужно, у тебя будет. И можно сосредоточиться на своем основном деле, на ресторане. Нам так понравился этот стартап, что мы напросились в логистический центр Jolly посмотреть, как все работает. Именно сюда начинают поступать все продукты. Каждую ночь, примерно с 3 часов ночи. Все, что собирают напрямую у фермеров, привозят сюда на больших грузовиках. Это пункт, куда поступают все продукты. Их здесь взвешивают, сортируют и вносят в систему, присваивая каждому фермеру его партию для полной отслеживаемости. Знаете, у меня есть для вас идея. Да? Мы приглашаем сюда бармена и диджея, и делаем модненький маркет выходного дня. Сделайте брендированные пакеты, упаковки. И это будет как вечеринка, понимаете? Да. Ты просто приходишь сюда, тусуешься, покупаешь продукты, проводишь классно время. Круто, это типа как развлечение. Мне нравится. Моя жена точно бы пришла на такой ивент. Экономическая модель Jolly строится на максимальном сокращении издержек. Они не закупают продукцию впрок, а только то, что можно реализовать в течение суток. Здесь идея в том, чтобы не хранить продукты по несколько дней, ну, скажем, 4 дня, или больше. Все должно приходить ночью и уходить днем к концу дня. Здесь практически не должно оставаться никаких товаров. Правда? То есть у вас нет холодильников? У нас нет холодильников. Если к концу дня запас почти нулевой, значит, наши прогнозы сработали правильно. Так мы и оптимизируем процесс. То есть вы каждый день делаете прогноз и привозите ровно столько продукта, сколько сможете продать? Именно так. Мы никогда не привозим больше, чем нужно. И делаем это так. Например, если сегодня нужно продать 2 тонны помидоров, то у фермеров я закупаю примерно 1 тонну 800, а небольшой запас оставляю для корректировок через оптовиков в Абиджане. Поможете мне понять, как распределяются ваши расходы по P&L в процентах? Сколько уходит, например, на операции и на аренду складов, на зарплаты сотрудников, маркетинг, продажи, привлечение клиентов? И какая у вас маржа в итоге? Да, давайте возьмем для примера помидоры. Ясмы, если вы закупаете их правильно, на так называемом уровне фармгейт, то есть напрямую у фермеров, то даже в работе с ними уровень маржи может сильно различаться. Все зависит от доверия, от истории сотрудничества, от экосистемы, которую вы выстроили вокруг фермеров. Допустим, что вы закупаете у фермеров по стандартной марже, окей? Это примерно 40%. То есть если взять, например, помидоры, разница между закупочной и продажной ценой составит примерно 40%. Учитывая все логистические издержки от первой мили доставки на склад и последней мили доставки в ресторан, чистая маржа выходит примерно от 18 до 20%. Можно сказать, что расходы делятся почти поровну, но склады обходятся немного дешевле, если управлять ими так же эффективно, как делаем мы. А вот самые затратные части — это первая и последняя мили. На них приходится более 70% всех расходов. У сервиса есть поставщики не только рядом с Абиджаном, но и в разных плодородных регионах. Поначалу основатели часто выезжали в деревни в поисках фермеров, но со временем производители стали сами обращаться в Jolly. Они находят нас и отправляют запрос через WhatsApp. Пишут: «У меня есть продукты на продажу». И дальше мы едем к ним в деревню, чтобы познакомиться лично. Можно сказать, что фермеры вас любят, да? Ну, надеюсь на это. Мы не стали строить догадок и поговорили с одним из фермеров, чтобы узнать, как ему помогает сервис.
Мне нравится, что когда Джоли делают заказ у меня, они платят очень быстро. Благодаря Джоли я зарабатываю больше. У меня много заказов. Когда мы заходим в такой район, мы идентифицируем все эти точки. Все рестораны наносятся на карту, чтобы мы могли работать с ними. А как именно вы наносите их на карту? Через наш бэк-офис. Команда продаж отмечает GPS-координаты и привязывает их к номерам телефонов. И вот так мы и создаем профиль клиента. Мы также собираем информацию о том, какую еду они готовят и используют ли приложение для доставки. Так мы понимаем, какие именно товары они продают и какие продукты им нужны. Здесь, например, наши клиенты в основном женщины. Мы стараемся охватить большую часть района, прежде чем перейти в следующий. Таких клиентов Томас и его команда ищет лично, ведь у них нет ни сайтов, ни странички в соцсетях. Тут работает только личное знакомство и обаяние. Этот симпатичный мужчина как-то проходил мимо, и я начала его зазывать. И потом он подошел ко мне. Я думаю, все дело в моем очаровании. Между нами была искра, между мной и Томасом, и его другом. Так что мы поговорили, поболтали. Они задали мне несколько вопросов. Я рассказала им про свой ресторанчик, а они рассказали про свой стартап и ушли. Через время мы встретились еще раз и уже договорились о сотрудничестве с Джоли. С ними работается лучше. Я перешла на более современный уровень доставки продуктов. Я просто делаю заказы накануне, и мне доставляют. Когда Джоли привозит товар, он всегда хорошо вымыт. Мне даже не на что пожаловаться. Все всегда хорошо подготовлено для меня. Все всегда свежее, хорошо вымытое, готовое к потреблению. И мне не приходится перерабатывать. Вообще никаких претензий. Я никогда не думала, что существуют люди, которые относятся к сельскому хозяйству так серьезно, на всех этапах. Чем мы можем помочь вам с Янго? Многим. Мы уже кое-что обсудили за кадром. Но есть несколько направлений, которые нам особенно интересны. Первое — масштабирование последней мили в партнерстве с компаниями вроде Янго. Это важно, чтобы справляться с пиковыми нагрузками и иметь доступ к большому автопарку, чтобы выполнять все запросы клиентов на доставку. Да, сегодня я видел, вы используете Янго Такси и Янго Деливери. Да, мы пользуемся сервисами Янго. И второе направление — это особый сегмент наших клиентов, которых мы называем полуформальными. Это уличные продавцы еды, которые работают через приложение доставки. Было бы интересно проанализировать данные. Как отличается поведение продавцов, которые используют приложение, от тех, кто не использует? И как нам на это реагировать с точки зрения спроса? Да, понятно. Так что да, есть направления, в которых нам действительно нужна помощь. Вы для нас как старшие братья в этой экосистеме. И для нас это большая честь. Мы не спойлерим, но у нас уже есть несколько идей, и мы их реализуем. Было бы нечестно рассказывать только о достоинствах Кот-д'Ивуара. Как и в любой стране, здесь есть свои особенности и недостатки. Например, если вы привыкли работать в московском ритме, здесь вам поначалу будет трудно. В Кот-д'Ивуаре все всегда опаздывают. Не они опоздали, а ты пришел слишком рано. Вот, это всегда так. И вопрос того, готов ли ты смириться и плыть по течению, или же ты будешь с этим бороться. На самом деле ответ где-то посередине. Тебе нужно вокруг себя создавать системы и правила, которые все-таки будут стимулировать вокруг тебя людей приходить вовремя или делать все немного в более высоких скоростях. Потому что либо ты подстроишься под текущую скорость и растворишься, либо ты все-таки будешь служить драйвером, чтобы вокруг тебя людей разгонять и приближать к скоростям, например, с которыми HQ работает и ожидает того же от локальных команд. Здесь все еще много теневого бизнеса. В первую очередь это уличные торговцы или, как их называет Погос, кошевары. Уличная торговля, она супер развита в Кот-д'Ивуаре, и причиной является не только культурный код, а еще дороговизна, например, точнее стоимость аренды легальных помещений.
Есть такое понятие, здесь называется pas de pot. Это one-time fee, который тебе нужно заплатить чуваку, который сдает в аренду, для того, чтобы заехать к нему на точку. Иногда эта сумма в 10-15 раз дороже, чем месячная аренда. То есть это просто неподъемная сумма, и поэтому люди создают стихийные рынки и там ведут свою торговлю. Одних таких торговцев мы встретили у дороги. Продавали они, к сожалению, не еду, точнее, не готовую еду. Это черный рынок диких животных. Его берут для разведения те самые люди, которых вы видели. Чтобы выращивать, да, именно для разведения. Есть и другие виды, съедобные. Их убивают и готовят. На вкус очень нежное мясо. Само животное не всегда легко поймать. Часто не получается. Крупные особи идут на приготовление, и мелкие тоже вкусные. Покупатели говорят, что по вкусу настоящая дичь. То мясо, что мы покупаем в городе, напичкано химикатами. А это натуральное мясо, дичь. Приходи в гости, попробуешь. Но несмотря на все сложности, страна развивается. Особенно впечатляют темпы цифровизации. Интернетом в Кот-д'Ивуаре пользуются почти 13 миллионов человек. Это около 40% населения. В ближайшие годы этот показатель должен превысить 60%. 4G покрывает около 70% населения. Запущен и переход на 5G. В ближайшие 5 лет рынок телекоммуникаций вырастет с 2,5 до более чем 3 миллиардов долларов. Мобильная связь давно стала нормой. Уровень проникновения превышает 130%, то есть у многих по 2 сим-карты. И вот тут скрывается, наверное, самая главная особенность и проблема африканских стран. Это мобильные деньги вместо привычного нам банкинга. В Кот-д'Ивуаре, как и во многих странах Африки, банковские карты есть далеко не у каждого. А вот мобильные деньги используют более 70% взрослого населения страны. При этом банковские счета есть лишь у 21% взрослых ивуарийцев. В основном у обеспеченных городских жителей. Через телефон тут оплачивают счета, делают переводы и даже принимают оплату в уличных лавках. И для этого не нужен смартфон, достаточно простого кнопочного телефона. Система держится на 3 крупных сервисах. Вместе они покрывают почти всю страну, от больших городов до самых удаленных деревень. Раньше финансовые услуги были доступны только в банках, и далеко не у всех к ним был доступ. А теперь ими пользуются миллионы человек, даже там, где банков нет вообще. Кстати, отсутствие банковской инфраструктуры как раз одна из причин популярности мобильных денег. Карты здесь не взлетели, потому что для их нормальной работы нужна развитая банковская инфраструктура. Поэтому карты изначально создавались и развивались в более продвинутых рынках в Европе, в России, в США и на некоторых рынках в Восточной Азии. Там банки поставили много банкоматов и развернули инфраструктуру. А здесь банковских отделений очень мало. Для примера, меньше 2000 банковских отделений на 32 миллиона человек. Здесь, в Кот-д'Ивуаре. А вот во Франции 200 тысяч отделений на 68 миллионов. Видите разницу? Население отличается примерно в 2 раза, а количество банковских отделений в 10, то есть на душу населения их в 5 раз больше. И именно поэтому сработали мобильные деньги. Вместо машин-банкоматов появились живые банкоматы. Люди-агенты кэш-ин и кэш-аут. Примерно 15 лет назад операторы связи попросили у Центробанка разрешить им продавать не только пополнение баланса, но и деньги. Ведь по сути, какая разница между долларом баланса и долларом денег? Можно переводить и тратить, операторы просто сделали то же самое. И это отлично сработало. За 15 лет они выстроили всю сеть. Сейчас поставить банкомат в сельской местности дороже, чем держать местного агента. Банкомат — это капитальные затраты. Сам аппарат стоит примерно $5000. Плюс еще операционные расходы на обслуживание. Точки мобильных денег иногда называют живыми банкоматами, потому что люди через них обналичивают деньги. По всей стране их около 100 тысяч. И, кстати, открыть такую довольно просто. Начать можно примерно с 300 тысяч франков, это около $500. Для большинства людей в сельском или неформальном секторе такая сумма оборотного капитала тяжела, но это минимум. Если хотите быть премиум-агентом, нужен уже капитал в несколько миллионов франков, то есть в несколько тысяч долларов.
Крупный агент прокачивает через себя 300-500 миллионов в месяц. Это порядка 500-750 тысяч долларов. Это очень большие объемы. При комиссии около 0,2% получается серьезная выручка. После всех расходов чистая прибыль может составлять до 500 тысяч долларов. Если я сам сижу на точке и все делаю лично, даже лучше, да? Потому что я контролирую качество, могу все держать под контролем. Но если вы предприниматель, вам же нужны несколько точек, правда? Потому что если у вас только одна точка, вы не заработаете больше, скажем, 200-300 тысяч прибыли. Да, но, по-моему, для старта это все равно хорошая альтернатива, верно? Вместо того, чтобы идти на минимальную зарплату, которая около 80 тысяч. Да, здесь вы заработаете больше минималки. Представим, вы приехали сюда вообще без денег. Тогда начните, скажем, с Янго доставки, устроитесь курьером, накопите деньги. А дальше у вас два варианта. Либо взять машину в аренду, либо получить оффлайн точку мобильных денег и стать агентом. И, по-моему, это все еще хороший путь для того, чтобы встать на ноги. Ну что, задумались о таком бизнесе? На самом деле он довольно рискованный. Если вы теряете транзакцию, вам нужно примерно 500 других операций, чтобы компенсировать эти деньги. Например, вы думаете, что внесли депозит, клиент дал вам наличные, но фактически вы его не провели. Или наоборот, клиент хочет снять. Вы выдали наличные, а операцию забыли провести или оформили неправильно. Скажем, вы отдали 100 тысяч франков. Чтобы вернуть эту сумму, понадобится оборот около 5 миллионов франков по операциям. Когда вы владелец такого бизнеса, рисков много. За каждый потерянный франк нужно прокрутить примерно 500 франков оборота, чтобы компенсировать ущерб. Операционный риск очень высокий, поэтому это особый вид бизнеса. Требуются жесткие процедуры безопасности, регулярные сверки, пересчет наличности и так далее. На самом деле это очень сложный бизнес. Сложный, потому что операций очень много. Естественно, при такой системе практически отсутствует рынок кредитования и других банковских сервисов, к которым мы привыкли. Ни тебе кэшбэка, ни вкладов, ни Netflix оплатить. Но ивуарийцы научились делать сбережения даже без карт. И нет, не пряча деньги под матрасом. Наряду с живыми банкоматами тут появились живые кошельки. Приходит чувак с белым, с синей бумажкой, забирает 5000 и что-то помечает 5000 франков, это где-то 1000 рублей, и помечает что-то на бумаге. И уходит. И я говорю, можно позвать его вернуться на пару минут? Что это вообще было? Кто это такой? Чувак возвращается, и мы понимаем, что это самая нормальная практика на рынке, когда приходит раз в день коллектор, забирает 5000 и хранит эти 5000 до конца месяца, помогая тебе накапливать деньги. То есть это по факту это копилка. И этой копилке они платят 1% от всего объема, который лежит на копилке. Это супер распространенная практика, когда селлеры ежедневно отдают деньги на хранение специальным чувакам. Да, то есть ты выбираешь сумму, которую у тебя будет собирать, ты ее передаешь на хранение, и в конце месяца тебе отдают полную сумму за вычетом 1%. То есть мы привыкли, что там в России или в других странах мы кладем деньги на депозит и получаем проценты. Здесь же селлеры сами платят деньги за то, что их деньги будут хранить, чтобы они их не потратили, чтобы у них их не забрали. Но есть и другая проблема. Популярность мобильных денег тормозит в целом развитие финтеха и отдельных цифровых продуктов. Например, с ними невозможно оформить подписку на сервис или привязать мобильный счет к приложению, например, в такси. Понимаете, с подписками и с токенами. Если вы разрешаете кому-то списывать деньги со своего счета, появляется риск мошенничества. И да, бывает, что на развитых рынках уровень мошенничества заметно выше обычного, выше привычной нормы. А еще люди менее осведомлены. Поэтому они подтверждают транзакцию, не понимая, что с них будут списывать деньги каждую неделю или каждый месяц. Вот отсюда и возникает эта проблема. Но бизнес не был бы бизнесом, если бы не умел решать проблемы потребителей. Предпринимательство начинается с умения задавать правильные вопросы. Чего не хватает? Что не работает? Как это улучшить? Если вы открываете бизнес, у вас есть два пути. Улучшение существующего и создание нового. Также с мобильными деньгами. В Кот-д'Ивуаре создается множество стартапов,
которые пытаются либо интегрироваться с мобильными деньгами, либо составить им конкуренцию. Один из таких примеров – финтех-стартап Jamo. Сейчас это крупнейший банкинг в стране. Более 60% пользователей в Кот-д'Ивуаре впервые в жизни получили банковскую карту именно через этот сервис, а приложение уже скачали больше 2 миллионов раз. А началось все с того, что один из основателей сервиса Хасан Бурги вернулся в родную страну и не увидел банковских услуг, к которым привык за границей. Он очень быстро столкнулся с тем, насколько сложной может быть финансовая система. Чтобы просто открыть банковский счет, нужно лично прийти в отделение, потратить там часы, и все это очень неудобно. Он понял, что есть определенные проблемы. И тогда подумал, а что если построить вокруг этого решение, которое сделает процесс проще и эффективнее? Тогда Хасан нашел Режиса Бамбу, который в тот момент работал в другом стартапе, и предложил сделать цифровой банк. Задача была довольно амбициозной – дать доступ к нормальным финансовым сервисам там, где банковскими услугами пользуется меньше четверти населения. И самое сложное здесь – объяснить людям, зачем им вообще карты. Вопрос не в том, чтобы просто создать какой-то продукт для сбережений. Дело не в этом. Нужно понять, какая именно модель позволит людям осознать ценность сбережений и найти правильный способ распространения. Как вовлечь людей, как удержать их и как сделать так, чтобы они действительно получали пользу от этих продуктов. А мобильные деньги для вас сейчас главный конкурент, верно? Нет, совсем нет. Они наши партнеры. Понимаете, на таком рынке, как этот, большая часть движения денег все еще происходит в наличной форме. Так что вопрос даже не в доле рынка на самом деле. Главное сейчас перевести эти наличные отношения в цифровой формат. Поэтому я не думаю, что финтехи будут конкурировать между собой, пока слишком много наличных, которые еще только предстоит оцифровать. Наш главный конкурент — это наличка. Да, есть платформа, но ведь ее сервисы пока довольно базовые. Можно внести, снять наличные, что-то оплатить, и все. А что, если люди хотят большего от своих денег? Что, если они хотят копить? Или получать доступ к займам, инвестициям? А может быть, делать что-то еще, когда получают зарплату? Сейчас все это невозможно через мобильные деньги. Поэтому мы скорее партнер и для банков, и для мобильных денег. Наша задача — понять, как должна выглядеть вся эта экосистема. По похожему пути пошли и в компании Julia. Это также цифровой банк, интегрированный с мобильными деньгами, но только в сфере B2B. Матиас Леопольди и Шарль Тальбот создали сервис, который помогает бизнесу проводить выплаты сотрудникам, поставщикам и партнерам, даже если у них нет банковских счетов. Представьте, что вы строительная компания. У вас есть стройплощадка, у вас там рабочие, и им нужно платить. И до July через банк это было сделать невозможно, потому что у рабочих нет банковских счетов. Что делает Julia? Как бизнес вы получаете онлайн-платформу и мобильное приложение на телефоне. И через них можете отправлять деньги на мобильные кошельки. Мобильные кошельки — это те кошельки, которые сейчас есть почти у всех на рынке, примерно у 80% населения. А вот совершенно другой пример — сервис Do. Его основатели решили сделать точки мобильных денег более полезными и эффективными. В Кот-д'Ивуаре насчитывается около 100 тысяч пунктов мобильных денег. Они занимаются только внесением и снятием наличных с мобильного кошелька, и больше ничем. С Do мы превращаем каждый такой пункт мобильных денег в универсальный центр повседневных услуг. Вы можете получить здесь официальный документ, оплатить счет за электричество или даже купить билет на концерт, а также внести или снять деньги со своего банковского счета. Идея в том, чтобы сделать все услуги доступными из одной точки. Например, в этом киоске вы можете сыграть в лотерею. Вы можете купить газету. Вы можете отправить деньги через Aria, MoneyGram или даже Western Union прямо отсюда. Вы можете оплатить счет за электричество. Вы можете внести или снять наличные со своего банковского счета. Вы даже можете купить билет на ближайший концерт. Вы можете сделать все, а это действительно важно для конечного пользователя, потому что он получает ряд услуг в одном месте. Ему не нужно ехать куда-то, стоять в очередях или пробках, только ради того, чтобы добраться до места, где он сможет получить услугу.
ДУ забирает себе 30% комиссии. Тем не менее, с введением дополнительных услуг каждая точка в среднем стала зарабатывать дополнительные 100 евро. Сумма кажется небольшой, но для такого киоска это ощутимая надбавка. Правда, не все владельцы точек сразу согласились расширять услуги. Все всегда упирается в доверие, особенно здесь, в Африке. Поэтому нам пришлось много объяснять, убеждать людей, чтобы они чувствовали себя спокойно и понимали, что это не мошенничество. Мы — надежный стартап. У нас очень большие амбиции. И именно доверие стало нашей первой и самой серьезной проблемой в самом начале пути. Как видите, невозможно сделать одно стандартное решение для бизнеса, а потом просто его копировать в каждой стране. Важно всегда двигаться от global к local. По сути, в Кот-д'Ивуаре больше 60 этнических групп, и все они живут здесь, в Абиджане. Это настоящий культурный микс, смесь всех этих традиций и языков. И они все разные? Да, конечно, и со своей культурой. Это очень интересно. Когда мы говорим о том, как делать бизнес в Африке, нужно понимать все эти особенности. Поэтому, когда вы общаетесь с человеком, важно знать что-то про него, его привычки, его вкусы. Понимать, например, даже то, какую еду он любит, культурные особенности. Да, ну да. Я разговаривал с одним парнем из города Ман. Он готовит там бауин. Вы были в Мане? Да. О, я люблю этот регион. Ну что ж, теперь я вам нравлюсь немного больше, Да, потому что я знаю такие маленькие особенности. И это, я думаю, очень важно. Не случайно именно ивуарийские инженеры изобрели суперфон. Его главная особенность — голосовое управление и чтение вслух сразу на 16 африканских языках. Для страны, где часть людей не читает на французском или знает только местный язык, это огромный шаг. Телефон буквально говорит с пользователем на бауле, малинке, бете и других диалектах. Внутри есть умный помощник, мини-приложение, элементы геймификации, а еще функции для работы с окружающей средой. Все это придумано, чтобы реально упростить жизнь тем, кто раньше оставался за пределами цифрового мира. Смартфон, который был создан Стивом Джобсом в 2007 году, по моему мнению, должен был быть умным, но на самом деле он таковым не является, потому что интеллект — это способность решать проблемы. Этот интеллект должен быть ситуативным. И отличие суперфона в том, что он умеет узнавать своего пользователя, умеет адаптироваться к нему и понимает контексты, чтобы давать соответствующий ответ. Я часто привожу пример. Представьте ситуацию, где я сначала был на первом этаже, на меня пытаются напасть, и я выпрыгиваю в окно. И в отличие от всех остальных, кто погиб в этой ситуации, мне удается выжить. Однако, если бы мы оказались на 23-м этаже, и я все так же выпрыгнул бы в окно в той же ситуации с тем же поведением, то сказали бы, что я действительно глупый человек. iPhone, который у нас есть на сегодняшний день, тот самый смартфон, который, как говорят, изобретен Стивом Джобсом, реагирует одинаково для одних и тех же людей в одних и тех же ситуациях. На самом деле, если вы и я попросим что-то, мы получим одинаковую реакцию. Суперфон, который мы создали, подстраивается под каждого из нас, знает наши вкусы, наши предпочтения и адаптируется к нам в конкретном контексте. К сожалению, в Кот-д'Ивуаре все еще очень низкий уровень грамотности. Читать и писать умеет только половина населения. Естественно, таким людям сложно пользоваться привычными смартфонами, не говоря уже о том, чтобы вызвать через приложение такси или заказать доставку. И суперфон как раз решает эту проблему. Я видел, как мои неграмотные родители каждый раз мучились, когда им нужно было использовать технологии. Когда они получали электронное письмо, когда им нужно было пользоваться обычным телефоном, у них возникали трудности, потому что они не умеют читать и писать. Когда им приходит СМС, обязательно нужен кто-то, кто поможет им его прочитать. Когда кто-то отправляет им деньги, им каждый раз нужна помощь, так что они были зависимы. Поэтому я сначала хотел создать что-то, что позволило бы им быть самостоятельными. Идея возникла именно отсюда. Когда телефон с ними разговаривает, люди часто говорят: «Телефон говорит, как я». Они идентифицируют себя с телефоном, потому что он говорит на их диалекте. Если я, например, хочу заказать такси через Янго, мне сначала нужно зайти в приложение. Мне нужно указать, откуда я выезжаю, куда я хочу поехать, узнать цену и затем подтвердить, что я согласен. Но представьте, что я хочу поехать, например, на плато. Я говорю: «Я хочу поехать на плато, например, из Кокоди».
Или смартфон сам определяет, что я еду из Кокоди, и мой максимальный бюджет — 2000 франков. То есть буквально понимает мой бюджет и задачу. Вот такие уникальные голосовые команды мы внедряем, например. И я думаю, что наша вторая версия телефона, которую мы делаем, действительно выходит за рамки просто смартфона. Это смартфон, который работает прежде всего для неграмотного человека. Самым сложным оказалось обучить суперфон местным языкам. Только на сбор данных ушло 3 года. Африканские диалекты очень редко существуют в письменной форме. И это рождает сложности для нас. Ведь если нет документации по языку, нужно проводить глубокое исследование фонетики, проанализировать контексты словоупотребления. Это сложная задача в Африке. Здесь говорят на множестве локальных диалектов, и иногда даже одни и те же тона могут означать разное, в зависимости от контекста. Поэтому мы проделали большую работу, сотрудничали с лабораториями, привлекали лингвистов. Знаете, что меня удивило и порадовало в разговорах с местными бизнесменами и стартаперами? Все они стараются не сидеть в офисах, а работать в полях, то есть лично общаться со своими сотрудниками и потребителями. Я и сам так часто делаю, и поверьте, это очень важная часть бизнеса. Когда фаундеры презентуют вам свои проекты, что для вас является главным признаком того, что этот проект действительно может выстрелить и стать успешным? Я отвечу, а потом, может быть, вы поделитесь своим опытом. Мне нравятся фаундеры, которые знают своих пользователей и проводят с ними время в полях, не боятся запачкать обувь, не прячутся в офисы. Я и сама часто выезжаю на места с нашими фаундерами, встречаюсь с их конечными пользователями. И когда, например, владелец ресторана говорит: «Я так рад, сегодня даже не пришлось ехать на рынок. Мне все доставили бесплатно, а продукты такие свежие. Мои клиенты в восторге». Вот в этот момент ты понимаешь, что все, что мы делаем, действительно имеет смысл для людей. Это очень вдохновляет. Я всегда смотрю именно на то, насколько сам фаундер увлечен той сферой, в которой он развивает свой бизнес. Это чувствуется буквально в первые 5 минут общения. Он делает это просто потому, что тема сейчас популярна, или потому, что ему действительно интересно, и он хочет что-то изменить в этой области. Вот это для меня первый и главный сигнал. И неважно, идет ли речь о моих личных инвестициях или о корпоративном предпринимательстве. Мы всегда стараемся поддерживать ребят и девушек, которые хотят запускать новые проекты внутри компании. Мы называем это бизнес-юнитами. Если у тебя есть идея, и ты хочешь запустить новый бизнес внутри группы, ты можешь это сделать. Мы дадим тебе первые инвестиции, соберем команду, и если проект достигнет нужных показателей, а цифры зависят от рынка, мы запускаем специальную мотивационную программу. По сути, она устроена так. Ты получаешь долю в этом новом бизнесе, а через 5 лет мы выкупаем ее обратно у тебя. Это очень интересно. Такой подход действительно развивает внутреннее предпринимательство. Да, потому что мы не монолайнер. У нас большой и разнообразный портфель бизнес-линий. Мы хотим, чтобы они были независимыми, развивались и дополняли друг друга. Поэтому мы поощряем команду запускать новые проекты, привлекаем предпринимателей, даем людям возможность переходить между направлениями и создавать что-то свое. Это и есть одна из ключевых идей всей нашей группы. Не менее 3 дней в неделю я активно работаю на передовой с моими клиентами или непосредственно с фермерами. А бывает, что фермеры звонят вам напрямую, чтобы дать обратную связь? Да. И фермеры, и покупатели. Мы очень близки с ними. В начале пути я вообще развозил фрукты и овощи сам на своей машине. Первые клиенты застали эту пору. И они с нами и по сей день. Так что у меня правда с ними хорошие отношения. Они все могут звонить мне в любое время. Когда мы только начинали, помню, в первый год я сам выходил в поле, продавал карты, разговаривал с пользователями, смотрел, как проходит онбординг, пытался понять, что работает, а что нет. Потом возвращался в офис, что-то придумывал, что-то тестировал, запускал, снова выезжал. И вот так все по кругу. Этот цикл был очень короткий. Конечно, масштабироваться в таком режиме невозможно. Сегодня все уже иначе, есть продуктовые менеджеры, исследования пользователей, фокус-группы. Полноценное исследование
исследования продукта и его тестирования, но я стараюсь все равно не терять вот эту связь с пользователем. Я часто посвящаю время тому, чтобы разобрать тикеты в саппорте. Только так я могу понять, что реально чувствуют люди. Потому что пользователь может сказать многое, но одно, о чем он точно не соврет, это его боль. Эта боль настоящая, и я стараюсь почувствовать ее, читая обращения в поддержку. Думаю, у меня есть уникальное преимущество. Я вижу все в контексте компании от начала до конца. У нас в нашей команде есть своего рода устоявшаяся инициатива, которую мы называем «Go to the Fields». Это обязательно. Эта инициатива проходит раз в квартал или раз в несколько месяцев. Можно поработать таксистом, курьером или в центре поддержки клиентов. Это тоже важно, потому что когда разбираешь обращение в саппорте, ты чувствуешь боль пользователей и можешь реально понять, как ее решить. У меня есть сотни классных историй. Например, когда инженер поработал оператором поддержки, а через пару дней после этого внес изменения в продукт, и они реально улучшили жизнь и сотрудникам, и клиентам. Это важно, потому что в нашем бизнесе много разных типов пользователей, и мы должны понимать каждого. Я и сам несколько раз в год выхожу в поля, работаю водителем или курьером. Последний раз, например, я был курьером в Ташкенте, в столице Узбекистана. Вы, ребята, и там есть? Да. И я хочу сказать, это действительно весьма сложная работа. Да, это непросто. Я просто невероятно устал тогда. Наверное, если работаешь так каждый день, нормально. Но когда обычно ты сидишь в кресле, 4 часа на доставке даются непросто. Весьма непросто. Да уж, это довольно сложно. А еще, например, у меня есть личный сотовый номер. Им я делюсь с некоторыми водителями по всему миру. У меня уже, наверное, несколько сотен таких контактов. Вот сегодня утром один водитель из Омана написал мне: «Даня, я немного схитрил. Понимаю, что это было неправильно, но меня заблокировали. Пожалуйста, помоги». Иногда действительно так бывает. Кто-то нарушает правила, и мы его баним. Но если разобраться глубже, понимаешь, почему он так поступил. В этом конкретном случае он обошел систему. Но не потому, что хотел обмануть, а потому, что накануне мы выкатили фичу, которая очень изменила его повседневную рутину. Оказывается, она очень мешала в работе. Так что, конечно, мы его разблокировали и сразу начали исправлять проблему. А иногда предпринимателям приходится выезжать в поля, в буквальном смысле. Например, если ваш бизнес связан с какао, одной из самых популярных индустрий в Кот-д'Ивуаре. Кот-д'Ивуар — крупнейший производитель какао в мире. От местных бобов зависит 40% мирового рынка. Каждый год из портов страны уходят миллионы тонн какао в десятки стран. А главные покупатели — Нидерланды, США и Германия. В прошлом сезоне из-за погоды урожай просел, но в этом году по прогнозам должен вырасти на 10% по сравнению с прошлым сезоном. Но рынок какао не так прост. Из-за неурожаев и болезней цена растет, а сырья становится меньше. Крупнейшие поставщики Кот-д'Ивуар и Ганна даже создали свой картель, похожий на ОПЕК, чтобы стабилизировать цены и не быть просто поставщиками сырья, без влияния на рынок. В самой стране тоже много меняется. Появляются локальные бренды шоколада, кооперативы и премиальные сорта. Например, фермеры объединяются, чтобы делать экологичный моносортовый шоколад и продавать его дороже. Для страны это больше, чем просто экспорт. Какао дает работу миллионам людей, тянет за собой логистику, переработку, торговлю и технологии, а государство инвестирует в новые заводы и в борьбу с болезнями, чтобы сохранить лидерство на рынке. Мохаммед — генеральный директор шоколадной фабрики, и он лично приезжает на какао-фермы в поисках новых поставщиков. В одну из таких поездок мы и напросились вместе с ним. Мы здесь, чтобы понять, сколько килограммов получится к моменту сбора урожая, хватит ли этого для нас и какое качество у бобов. Сортов какао много, и качество у них бывает разное. Здесь сажают какао из региона Ганы. Это сорт Форастера. Вот, это какао называется Форастера. Мы проверяем, какой ожидается объем урожая у этого фермера. Сейчас мы не можем полноценно оценить качество. Мы можем лишь посмотреть вместе с фермером, как он ухаживает за какао, использует ли проверенные средства, следует ли рекомендациям. Обычно мы работаем с биокакао без дополнительной обработки, поэтому нам важна именно эта информация, и не больше.
Какао для Кот-д'Ивуара это примерно как нефть для некоторых стран. И, кстати, мировые цены на него также зависят от торгов на бирже. Но ивуарийских фермеров котировки не особо касаются. В Кот-д'Ивуаре минимальные цены на какао-бобы устанавливаются государством. Обычно цену на какао устанавливает правительство. Она регулируется, каждый год цена разная. Да, каждый год разная. Но иногда мы платим немного больше, если требуется определенное качество или какие-то критерии. Чтобы все было чисто, ничего лишнего внутри. Вот и все. Мы это с фермерами проверяем. Есть что-то, за что можно доплатить надбавку. Это как надбавка от нас фермеру, чтобы убедиться, что мы получаем то качество, которое нам нужно. Хорошо, понятно, то есть это регулируется, но разрешено вести переговоры с фермерами. Минимальную цену всегда устанавливает правительство. В этом году это было 1800. За килограмм? Да, за 1 килограмм. Шоколадные фабрики не всегда покупают именно бобы. Часто это уже готовые ингредиенты, которые бывают 3 видов: какао-масса, какао-порошок и какао-масло. Часто в таком виде какао идет на экспорт. Фабрика Мохаммеда использует метод bean-to-bar, то есть контролирует весь процесс от закупки бобов до выпуска плиток шоколада. Если использовать метод bean-to-bar, вы получаете весь вкус какао на 100%. Бобы свежо обжарены, какао-масса сделана только что, шоколад готовится сразу. Вы не потеряете ни капли вкуса шоколада, он станет еще более насыщенным, более мягким. Именно поэтому для нас главное полностью контролировать влажность какао. Это самое важное. В Африке урожай какао-бобов собирают дважды, основной в октябре и дополнительный весной. Мы приехали на ферму в августе, поэтому сами плоды оценить не удалось. Давайте откроем стручок и посмотрим, на какой он стадии, как идет созревание. Сейчас вкус будет более горьким, вы сразу это заметите. Давайте откроем и проверим вместе. Но подходящее время октябрь, да? Да. И в октябре самый сезон, да? Да, и вы можете найти его в супермаркетах как фрукт. Сейчас август. Сейчас август, да? Но в октябре вы можете найти какао-бобы в супермаркетах, и они не будут такого цвета. Будут скорее желтыми, то есть полностью созревшими. Он будет желтым? Да, он будет желтым. Вот, посмотрите. Он был сначала зеленым, а теперь постепенно становится красным. А позже станет желтым или оранжевым. Это цвет созревшего плода. Внутри он темно-фиолетовый, почти как баклажан. А эти бобы еще не очень ферментированы, потому что сейчас еще не время их созревания. Но Погос все равно решил попробовать местные бобы на вкус. Сейчас буду пробовать какао. Сладко, немного кисло. Внутри есть такой орешек, он хрустящий. Он хрустит. Он такой мокренький немного, сам по себе фрукт. Очень приятный на вкус. Вот я сейчас пробую, он не такой зрелый. До этого я пробовал, еще слаще был. Он сейчас кисленький. Но очень, очень вкусно, я бы такой ел. А вот так живет сам фермер Себастьян. У него на плантации растут 2000 деревьев, с которых он собирает 3 тонны какао-бобов. За один урожай он получает в среднем $2,5 миллиона. Сумма может показаться огромной, но почти все уходит на содержание фермы. Да и семья у Себастьяна не маленькая – 8 детей. Дохода, которые вы получаете со своей плантации, достаточно, чтобы хорошо жить? Нет, недостаточно. Не хватает? Нет. Но самое удивительное – то, откуда вообще у Себастьяна появилась ферма. Я не покупал эту плантацию. Вы ее обменяли? Нет. Хорошо, а как вы получили эту землю? Вы помните? Вы отдали другой участок земли взамен. Нет, я ничего такого не делал, если честно. Но как же вы получили эту землю? Компенсация? Нет. А как? Я просто увидел эту землю, попросил, и мне ее подарили. Кто подарил? Это было частное лицо или государство? Нет. Народ Бауля. После экскурсий и общения шоколадье решил, что Себастьяну пока рано работать с их фабрикой. Мне не понравилась чистота участка. К сожалению, слишком много зарослей вокруг, сорняки по периметру, но я дал фермеру свои рекомендации. В этом году покупать у него не буду. В
В следующем году в августе приеду снова и проверю, все ли в порядке. У него происхождение из Ганы — это огромный плюс для нас. Семена крупные, хорошие, но не совсем тот тип, который нам нужен прямо сейчас. Я оставил рекомендации. При должном уходе должно стать лучше. Если в следующем сезоне все будет в норме, будем работать. Ну а мы отправляемся на экскурсию по шоколадной фабрике. Первое, что мы сделали, мы провели проверку качества. Видите влажность? Влажность 7,4. Это между 6 и 8, так что все в порядке. Мы можем начинать производство. Это машина для обжарки. Мы кладем сюда наш какао. Это одна партия, а вторая партия уже внутри. Она уже обжаривается. Это первый этап. Мы обжариваем какао. Дальше мы переходим сюда, к дробилке. Мы снимаем шелуху с обжаренного какао и превращаем его в мелкие крупинки. После этого мы берем эти крупинки и помещаем их в эту машину, чтобы извлечь из какао жидкость и сделать какао-массу. Итак, первые 3 машины предназначены для того, чтобы превращать какао-бобы в какао-массу. А после этого мы переходим сюда, к этой следующей машине, которая стоит здесь. Мы добавляем все ингредиенты, которые мы хотим использовать в этом процессе. Эти специальные шары и механизм внутри устройства делают шоколад. Они тщательно измельчают его и делают более жидким, превращая в однородную массу. Другой тип машины, который представлен здесь, это двухкаменная машина, которая также используется для обработки шоколада. И это самая старая техника приготовления шоколада. Это занимает больше времени. Это требует от 48 до 72 часов, чтобы получить темный шоколад внутри. Но вкус получается лучше, богаче. Вот почему мы делаем темный шоколад на этих машинах, а молочный шоколад на шаровой рафинировочной машине. Следующий этап — формование шоколада. Это наша машина для темперирования. С помощью нее получается делать плитки шоколада равномерными. Шоколад разогревают до 45 градусов, а затем охлаждают до 30. И с этим справляются вот эти машины. Сейчас в них готовится шоколад. А теперь самое интересное. Погос попробует сделать шоколад своими руками. Сначала мы очень аккуратно делаем шоколад, а потом добавим начинку. И приготовим сами дубайский шоколад. Дубайский кот-д'ивуарский? Кот-д'ивуарский. Визуально будет понятно, сколько вам следует положить. Все нормально? Да, достаточно. И еще. Теперь поместите его на вибрирующую линию. Теперь я увидел, что там есть кнопка. Там есть кнопка. Хорошо. Почему мы это делаем? Это чтобы удалить излишки шоколада. Так что теперь это уже слишком, да? Хорошо, делаем вот так. Я хорошо справился, да? Теперь я могу здесь работать. Пока оболочка для дубайского шоколада кристаллизуется в холодильнике, есть время сделать еще один шоколад. Вы можете сделать любую начинку. Я дам вам шоколад, а вы соберете его и добавите орехи, которые вы любите. Это шоколадка-подарок для вашей жены, поэтому вложите всю свою любовь в нее. Хорошо. Хорошо, я люблю фисташки. Так что я буду добавлять только фисташки. Ну вот на самом деле красота, она рождается из хаоса, верно? Вся красота будет в любви, которую я вложил. Тем временем готова форма для дубайского шоколада. Пора приступать к начинке. Обычно это делает один человек или несколько? Начинку? Да. Нет, за каждый шаг отвечает отдельный человек. Один отвечает за охлаждение формы, другой за наполнение, хотя для этапа наполнения у нас больше людей. Наша начинка немного густая, как вы видите, потому что в нашей версии очень много фисташек. Ее нельзя наполнять с помощью машин, это можно сделать только вручную. И обычно нам требуется примерно 5 или 6 человек для производства. Финальная заморозка, и можно наконец пробовать. Так, вот твоя плитка. А это моя. А это твой дубайский шоколад. А это мой. Теперь просто кладем вот так. Ага, переворачиваем.
Если ваш шоколад на 100% качественный, он сразу же отделится от формы. Хорошо. Давайте посмотрим. Идеально отделился. Идеально. Как вы видите, вот эта плитка не отходит идеально. Она не совсем готова еще. Цвет не идеальный, как тут, потому что не до конца готова. Итак, 3, 2, 1... Да, абиджанский дубайский шоколад. Это действительно первый раз, когда я пробую шоколад, который сам сделал. Как вам вкус? Очень вкусно. Сложно поверить, что Мохаммед не потомственный шоколадье, а занимается этим делом всего несколько лет. Он приехал в Кот-д'Ивуар 7 лет назад из Ливана и работал экономистом. А на фабрику его пригласил земляк, который когда-то первым в стране запустил производство бин-ту-бар. Он понял, что нелогично находиться в стране происхождения какао и не иметь производителя, который делает шоколад бин-ту-бар. Так что мы первые такие производители в стране. Это первый производитель полного цикла? Да, это первое такое производство. И вообще первое бин-ту-бар производство в Кот-д'Ивуаре. Так вот, у него появилась идея, он провел исследование рынка и запустился. Когда он только начинал свой бизнес, он вообще не воспринимал его слишком серьезно, скорее как дело для души, а не для заработка денег на жизнь. Но ситуация изменилась, потому что в производстве шоколада оказалось куда больше потенциала, чем ожидалось изначально. В Кот-д'Ивуаре живет самая большая ливанская община в Африке. По разным оценкам, здесь живет от 40 до 60 тысяч представителей этого народа. Ливанская комьюнити играет важную роль в местной экономике, контролируя около 40% местного рынка. Они приехали сюда 100 лет назад, чтобы открывать новые земли, находить новые бизнесы, открывать новые торговые пути. Кот-д'Ивуар — очень хорошее место для инвестиций, поэтому он запустил здесь свои бизнесы. По мере роста и расширения, конечно, понадобились хорошие люди рядом, поэтому он привел своего брата, соседа и так далее. Вот так и работает иммиграция, да? Да, и так формируется команда. Когда один бизнес успешен, запускается следующий. Некоторые ливанцы знают, что тут в стране есть знакомые со своим бизнесом, успешным. Так почему бы им не переехать и не попробовать тоже? А родственники могут звонить, спрашивать, как дела, спрашивают, можно ли нам приехать. Да, всегда нужны свои люди. Если вы решите открывать бизнес в Кот-д'Ивуаре, вам, скорее всего, хотя бы раз нужно будет работать с ливанцами. Так что запоминайте советы от самого ливанца. У нас принято, когда встречаешься с кем-то впервые, обязательно брать с собой какой-то гостинец. Даже если вас просто пригласили на ужин, обязательно нужно принести что-то хозяевам. Понятно. А принято ли привезти что-то из страны, откуда человек родом? Например, я из России и принесу что-то... Да, и если вы из России, например, было бы неплохо принести в подарок водку. Всегда приятнее подарок из вашей страны, чем виски из duty-free. Пока ливанцы активно приезжали сами, молодые ивуарийцы уезжали за границу. Сначала на учебу, а затем оставались навсегда. Но в последние годы этот тренд меняется, и многие местные специалисты возвращаются домой развивать страну. Сейчас все меняется. Раньше из-за бедности и высокой стоимости недвижимости и жизни в целом наше поколение считало, что лучше уехать из страны в поисках возможностей. Но за последние годы все сильно изменилось. Многие предприниматели, учившиеся за границей, хотят вернуться домой и принести пользу стране. Я вижу, как меняется мышление. Посмотрите на меня, я подходящий пример. У меня магистерская степень, но я не жду, пока найдется какая-нибудь работа. Я открыл свое туристическое агентство и хочу показать другую сторону Кот-д'Ивуара. Мы стараемся показывать новый образ Кот-д'Ивуара через развлечения, культуру, танец, бизнес, поездки и туризм.
Африканцам стоит понять, что у нас теперь есть свой рынок, который насчитывает уже более миллиарда человек, а скоро будет и более 2 миллиардов. К 2050 году у нас будет довольно значительное африканское население, поэтому важно создавать нашу собственную идентичность, которая соответствует нашей экономике. Сооснователь Джамо, Режис Бамба, сам в свое время уезжал учиться и работать в США, но теперь он строит у себя на родине самый крупный и современный банкинг. Вы знаете, в США постоянно встречаешь людей со всего мира. Так я и начал узнавать больше об Африке, о странах вроде Конго, о том, что там происходит, и постепенно я по-настоящему влюбился в этот континент. Когда закончил учебу, я решил, что не буду оставаться в США. Я хотел вернуться в Кот-д'Ивуар. Наверное, тогда я был немного наивен, но мне казалось, что смогу применить свои знания и опыт, чтобы менять жизнь в Африке к лучшему. Одна из самых интересных стратегий найма — возвращать людей в их родные страны. Многие наши генеральные менеджеры по всему миру — это ребята, которые раньше работали в Лондоне, в США или в Германии. Мы нашли их и сказали: смотрите, вы можете вернуться домой и реально изменить свою страну, повлиять на жизнь людей, на их привычки, на их повседневную рутину. Это в каком-то смысле естественный отбор. Он помогает находить по-настоящему невероятных людей, тех, у кого внутри есть энергия, желание что-то менять и искренняя любовь к своей стране. А что вы думаете об этом рынке, о всем инвестиционном климате в Кот-д'Ивуаре? Как вы оцениваете его со своей стороны? И что скажете о стартапах? О стартапах в целом, я думаю, за последние несколько лет действительно очень многое изменилось. Экосистема становится все более зрелой, появляются венчурные студии, такие как M-Studio, которые помогают предпринимателям встать на правильный путь и действительно строить технологические компании. Многие специалисты возвращаются из-за рубежа и приносят свой опыт и знания. Есть и локальные таланты, которые работают в компаниях вроде Джаама и других технологических фирмах. Они получают скиллы, которые можно применить в IT-стартапах, и мне кажется, экосистема постепенно догоняет традиционную большую четверку африканских рынков. И уже через несколько лет мы увидим много сильных проектов, которые выйдут именно отсюда, из этой страны. Я думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы инвестировать, вложить немного капитала в развитие этой экосистемы. А если бы вы продвигали свою страну, скажем, питчили бы инвесторов, чтобы они приезжали сюда и вкладывали деньги, или привлекали бы предпринимателей, что бы вы сказали? У нас, правда, очень стабильная валюта сейчас. Отлично, продано. Если сравнивать с другими странами этого региона, то нам действительно очень повезло в этом отношении, и это, безусловно, очень помогает. У нас также есть хорошая и развитая инфраструктура. Возможно, это воспринимается как должное в некоторых частях мира, но у нас есть электричество, круглосуточный свет, вода, хороший интернет, и это базовые вещи, которых иногда нет в некоторых африканских странах, что сильно усложняет создание продуктов. У нас здесь действительно интересное сочетание, много разных компаний. И, на мой взгляд, именно это делает страну одним из лучших мест для создания технологических продуктов в ближайшие годы. Я действительно верю, что в течение 5 лет мы увидим здесь собственных единорогов, особенно в сфере AI, которая сегодня буквально меняет все. Нет ничего, что мешало бы ивуарийским предпринимателям создавать компании в сфере AI прямо отсюда, работать на глобальный рынок и превращаться в единорогов. И я думаю, что мы увидим несколько таких компаний. Я в этом искренне убежден. О том, что местные компании чувствуют себя здесь уверенно, говорит тот факт, что многие из них задумываются о расширении. Кот-д'Ивуар входит во многие африканские союзы, поэтому очень удобно начинать бизнес на континенте с Кот-д'Ивуара, а затем масштабироваться на соседние страны. Почему вы решили запуститься в новой стране? Ведь управлять разными странами очень сложно. Я, как никто другой, это знаю. У нас почти 40 стран запущено, и каждая страна по-своему уникальна. Это, наверное, одно из моих самых больших и важных знаний за эти многие годы работы и опыта. Даже соседствующие страны очень-очень разные.
И чтобы адаптировать свой продукт, адаптировать свою деятельность, адаптировать свой маркетинг, стратегию роста к новой стране, нужно приложить просто безумное количество усилий. Да, это так, но знаете, я думаю, что... И в то же время Кот-д'Ивуар — это очень большой рынок. Да, это действительно так, но я думаю, что для любой технологической компании, которая выходит на рынки Африки, очень важно использовать уже существующие интеграции внутри континента. Для нас было логично развиваться в рамках того же валютного союза, в который входит Кот-д'Ивуар, потому что здесь один центральный банк и единое регулирование. А если вы разобрались, как все устроено в Кот-д'Ивуаре, значит, сможете работать и еще в 8 странах этого региона. Для нас, как для финтех-компании, это естественный путь, самый правильный и понятный. Наша миссия — сделать жизнь людей в Африке проще. И в ближайшие 5 лет мы хотим работать не только в Кот-д'Ивуаре. Сначала планируем расшириться в странах региона, а затем заходить и в другие страны Восточной и Центральной Африки. Потому что мы видим, что проблемы и трудности везде одинаковые. А киоски, вот эти пункты мобильных денег, есть практически во всех странах. Они уже повсюду. Если мы встретимся снова, скажем, через пару лет, как, по-вашему, изменится стартап-среда в Кот-д'Ивуаре? Сегодня все говорят о большой четверке — Кении, Нигерии, Египте и Южной Африке. Но сейчас мы начинаем замечать сдвиг в сторону франкоязычной Африки. И мне кажется, Кот-д'Ивуар идеально подходит, чтобы стать тестовым рынком для любой компании или стартапа, которые хотят выйти на этот регион. Если вы хотите укрепить присутствие во франкоязычной Африке, то именно отсюда стоит начинать. Это был Даня Шулейко. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вы сами в целом знаете, что делать. И ждите следующего выпуска. Vraiment c'est la sécurité. Avec Yango, tu vois là, on ne peut jamais t'agresser parce que tout est vraiment sur le net. Dès que tu as fait tout enregistré, en tout cas c'est pourquoi je vous dis, mes amis, consommons Yango. Consommons Yango, vraiment consommons Yango.